Всем привет, с вами ремонт лодочных моторов город Уссурийск. На этой видеокассете записан обучающий фильм по ремонту и эксплуатации лодочного мотора Нептун-23. В интернете такого видеоматериала я не нашел. Скорее всего, его просто нет. Эти кассеты продавались вместе с моторами Нептун в городе Владимир. Там был филиал от завода-изготовителя. В этом магазине продавались запчасти для лодочных моторов Нептун-23 и Нептун-25, а также другие лодочные моторы и сельхозтехника. Магазин уже закрылся более 5 лет назад, а лодочные моторы Нептун давно не выпускаются. Теперь это уже история. Данный видеофильм является развернутой инструкцией по эксплуатации, обслуживанию и ремонту лодочного мотора Нептун-23. Подвесные лодочные моторы марки Нептун-23 разработаны и производятся на московском машиностроительном предприятии имени Чернышова с начала 60-х годов. Их изготовление является частью общей производственной программы этого крупнейшего завода, основное направление которого – создание авиационных двигателей для современных самолетов. Основными отличительными особенностями Нептуна по отношению к подобным отечественным и импортным лодочным моторам является качество, облегченность конструкции при мощности в 23 лошадиные силы и наличие шеститочечной подвески на резиновых амортизаторах, которые обеспечивают малую вибрацию и легкое управление судном. Лодочный мотор Нептун-23 мне знаком с начала 70-х годов, когда я поступил на работу на завод «Красный Октябрь». С помощью лодочного мотора Нептун-23 можно произвести буксировку воднолыжника, осуществить буксировку другого маломерного судна, а также использовать ее в качестве движителя прогулочных и туристических судов. Устойчивая работа на малых оборотах этого двигателя позволяет легко произвести отход и подход к пирсу или к причалу. Государственной инспекции по маломерным судам города Москвы поставлено на учет более 5000 этих моторов. Его надежность в работе, простота в техническом обслуживании, легкость запуска обеспечили ему действительно огромную популярность. При заводе имени Чернышова имеется магазин «Крот», в котором по доступной цене можно приобрести не только сам мотор Нептун-23, а также другие отечественные и импортные лодочные моторы и запасные части к ним. Вначале необходимо подогнать транец по высоте таким образом, чтобы антикавитационная плита мотора была ниже днища судна на расстоянии от 40 до 80 мм. При установке мотора на судно необходимо поставить его на транец толщиной от 35 до 55 мм кронштейнами подвески на всю глубину пазов и надежно завернуть винты в струбцины, поднять мотор и поставить его на фиксатор, вынуть штыри. Угол наклона мотора регулируется перестановкой штыря в соответствующие отверстия на правой и левой опорах подвески по результатам испытаний, исходя из получения максимальной скорости. При правильном положении штыря лодка глиссирует. Установить мотор в вертикальное положение. Установку проводите на стоянке и без нагрузки. Мотор к судну необходимо закрепить страховочным тросом. Для приготовления топливной смеси в период обкатки двигателя первые 100 литров бензина А-76 смешать с маслом М12ТП или МГД-14М в соотношении 25:1. Также допускается использование масла типа Revol Moto 2ST. По окончании обкатки топливную смесь готовят в соотношении 40:1. Перемешивание масла и бензина желательно производить в отдельной емкости. Внимание! Применение автомобильных масел
категорически воспрещается. Также недопустимо попадание в смесь посторонних примесей и воды. Покупать масло следует только в специализированном магазине Крот, где вам гарантируют его качество. Мотор, поступающий в продажу, укомплектован гребным винтом с шагом 280 мм. Этот винт рекомендуется применять при обычной загрузке судна. В розничную торговлю поступают грузовые и скоростные винты. Грузовые винты с шагом 220 мм применяются на обычных лодках при максимально разрешенной нагрузке или при буксировке, а также на тяжелых лодках. Скоростной гребной винт с шагом 300 мм рекомендуется применять на легких лодках с экипажем не более 2 человек. Регулирование карбюратора вашего мотора уже произведено заводом-изготовителем на расход топлива 8,5 кг в час, не более. Вы можете отрегулировать карбюратор на экономичный или мощностной режимы работы двигателя, для чего необходимо отвернуть 2 винта крепления крышки карбюратора и освободить иглу дроссельной заслонки. При перемещении замка вверх по игле дросселя смесь обедняется. При этом расход топлива снижается. При перемещении вниз смесь обогащается. Расход топлива увеличивается. Эту работу рекомендуется производить на берегу. Слева от диффузора карбюратора вертикально расположен винт холостого хода. При закручивании винта частота вращения коленвала возрастает. При выкручивании уменьшается. При запуске мотора необходимо установить шток переключения реверса в положение холостой ход, подсоединить соединительный шланг к штуцеру мотора, подкачать топливную смесь в карбюратор до упругости груши и произвести запуск мотора в следующей последовательности. Открыть пусковое устройство. Для этого вытянуть на себя кнопку пускового устройства до полной фиксации. Повернуть коленвал мотора ручным стартером 2-3 раза, нажав при этом кнопку «Останова мотора». Установить ручку румпеля мотора в положение запуска. При этом дроссельная заслонка карбюратора должна быть поднята на 4-6 мм. Произвести запуск мотора ручным стартером. Проверить, чтобы из контрольного отверстия в головке блока цилиндра вытекала вода. Через 20-30 секунд после запуска мотора закрыть пусковое устройство. Прогреть мотор в течение 3-5 минут на режиме холостого хода. Повернуть ручку румпеля в положение малый газ. Установить минимально устойчивые обороты холостого хода. Включить передний ход, вытянув шток переключения реверса на себя. Увеличение скорости производится плавным вращением ручки румпеля до положения полный газ. Для включения заднего хода необходимо уменьшить частоту вращения двигателя до минимально устойчивой и перевести шток переключения хода от себя до упора. Все перемещения ручки румпеля производите медленно и плавно. При кратковременных стоянках следует откинуть мотор внутрь судна, нажав на качалку механизма замка, и зафиксировать его в таком положении посредством защелки вертлюга. Перед остановкой мотора необходимо сбросить газ, включить холостой ход и, повысив обороты, нажать на кнопку «Останова мотора». Снятие мотора с судна производится в следующем порядке. Отсоединить шланг подачи топлива от мотора, закрыть топливный бак собственной крышкой, отвернуть 2 винта крепления мотора к трансу судна, поднять мотор вверх, снять мотор с трансовой доски, вынуть его из воды и держать в вертикальном положении до тех пор, пока вода не вытечет из системы охлаждения. Запрещается переносить и класть мотор так, чтобы дедвудная труба была выше двигателя, иначе возможно попадание остатков воды в цилиндр и в магдину. При хранении горизонтально дедвудная труба должна располагаться ниже двигателя. Кратковременное хранение мотора можно производить в вертикальном положении. В процессе эксплуатации мотора на воде возможно возникновение ряда неисправностей, препятствующих запуску или нормальному использованию механизма.
Неисправности, как правило, происходят вследствие нарушения правил эксплуатации или износа тех или иных его составляющих. Так, при резком увеличении частоты оборотов возможно срезание штифта. В этом случае его необходимо заменить. Перед каждым выходом на воду желательно произвести визуальный осмотр свечей и очистку их от нагара. Наличие скола изолятора свечи не допускается. Дефектную свечу необходимо заменить на новую. В качестве замены рекомендуется использование свечей с маркировкой SI12RT. В процессе эксплуатации наиболее часто встречаются неисправности системы зажигания. Начать осмотр системы зажигания лучше всего с проверки свечи, последовательно, методом исключения, проверяя исправность всей системы. Для осмотра демонтировать свечу и снять сопротивление. Проверить наличие искры между высоковольтным проводом и корпусом мотора. Если искра появилась, то свечу или сопротивление заменить на новое. Если искра отсутствует, значит неисправен высоковольтный трансформатор. Для его замены нужно отвернуть винты крепления трансформатора, отсоединить низковольтный провод от блока, вывернуть высоковольтный провод и вынуть трансформатор. Установку нового трансформатора производить в обратной последовательности. Если проверка по вышеуказанным пунктам не дала положительных результатов, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. При работе с подвесным лодочным мотором возможны механические повреждения блока ВБГ-3А, представляющего собой выпрямительное устройство с клеммами. В этом случае блок подлежит замене. Для этого необходимо отсоединить провода от клемм блока и вывернуть крепежные винты. Установка нового блока производится в обратной последовательности. Для выявления неисправности в топливной системе необходимо визуально проверить бензошланг. Наличие трещин на бензошланге недопустимо. Если при запуске мотор, немного проработав, сбавляет частоту вращения колен вала, но восстанавливает работу при ручной подкачке грушей, то наиболее вероятной причиной является неисправность бензонасоса. Для устранения неисправности следует отвернуть винты крепления, осмотреть прокладку, затем разобрать сам бензонасос, для этого отвернуть 4 винта, осмотреть мембрану и 2 клапана. При обнаружении дефектов на мембране или прокладках заменить их на новые, в противном случае заменить бензонасос. Все запчасти на моторы Нептун-23 и другие лодочные моторы можно приобрести в магазине Крот по адресу метро Тушинская, улица Вишневая, дом 6. Телефоны 491 20 34 и 491 57 77.